государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Смирно! Для встречи слева. Накра! Пол! На Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над куполом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы священное алое знамя остается символом мужества, несгибаемой стойкости и героизма нашей Родины. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов. встречи слева. Накра! Пул!
81-й годовщине Победы принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-полковник Мордвичев. Начинается объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно осваивают сложное современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища, Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу, защите Отечества. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции. Министр обороны Андрей Белоусов совершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов. С праздником. Вольно! Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры и участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы! С нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести.
Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, и именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Сегодня, в День Великой Победы, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. На месте работаем. На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники. Наблюдаю. Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». Орудию. Цель 1287. При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган». С Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
Закат я Беркут принял. Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны. Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы! Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет». С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу. В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы! Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажа авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказания для средств противоракетной обороны. Мероприятие выполнено. Внимание боевому расчету. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» – уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей. Азимут-300. Радиолокационная станция «Воронеж-ТМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений. Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей. От лица личного состава зенитно-ракетного дивизиона поздравляю с праздником Победы! Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза» Горшков
относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения. От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы. Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника. От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо. На плечо. Равнение направо. Шагом. Марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев. Открывают парад курсанты Военного института военных дирижеров Военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вовк. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул 3 видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мирлан Джумагалиев и Зарикто Ангархаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев. На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Хуна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. На марше офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Академия готовит уникальные офицерские кадры для авиации и космонавтики, специалистов войск беспилотных систем. Выпускники академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов. На Красной площади будущие офицеры военно-морского флота России. Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадные расчеты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением, крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения. На марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были
и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России. Кубинский бриллиант в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 81-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Итак, парад на Красной площади завершен. Мы продолжаем прямую трансляцию из самого сердца столицы. Прямо сейчас на ваших экранах Владимир Путин. Приветствие наших героев, участников специальной военной операции. Герои России. Вот они сейчас на ваших экранах. Наша гордость.
81 год назад завершилась Великая Отечественная война. Больше 8 десятков лет, целая жизнь. Выросли новые поколения. Конечно, самые ценные поздравления от ветеранов. Вы только что слышали, как один из них поздравил президента и всех нас с победой. Нина Михайловна Данилкович на ваших экранах. Самые ценные мгновения, когда можно поговорить с нашими хранителями истории. Вот они, солдаты Победы. Рядом с Владимиром Путиным герой Российской Федерации полковник Леонид Рыжов. Конечно, каждый год 9 мая на кадрах трансляции мы ищем глазами именно их, ветеранов. Они наши герои. По ним мы совесть сверяем. Почти все ровесники века. По 100 лет, даже больше. Они хранители нашей истории. И вот такая перекличка времен. Рядом с ветеранами герои нашего времени. Герои России. В ходе специальной военной операции наша страна сражается за свое будущее, правду и независимость. Это слова президента. Итак, парад на Красной площади завершен. И следующий традиционный пункт президентской программы – возложение венков к могиле неизвестного солдата. По традиции, прямо после парада туда отправляется глава государства. Пламя переливается белым, желтым и красным цветами. Ему не страшны ни ливни, ни сильные порывы ветра. Это огонь души каждого человека и огонь души всего народа. Итак, гости парада перемещаются в Александровский сад. По традиции, именно здесь продолжается торжественная часть президентской программы 9 мая. Могила неизвестного солдата расположена прямо у подножья угловой или арсенальной башни Московского Кремля. Совершенно особая атмосфера во время церемонии в Александровском саду. Могила неизвестного солдата, без преувеличения, священное место для каждого человека в нашей стране. Сюда мы приходим, чтобы склонить головы в память о павших, помолчать,